Ой, ёпта, что это было? Так нужно музыку делать. Подушки. Подушки меняем? Знаю, что вы меня сейчас все захейтите. Что-то щетка, да? Так... Опа, оп. Дорогие мои, всем бодрячков, вы, наверное, уже соскучились по BMW E34, вы думали уже, где она пропала, все хорошо, вот она стоит, просто у Денчика пока что нет финансов, они поют романс, поэтому она стоит. Но это не ваша проблема, поверьте мне, это мои проблемы, и я буду их сам решать. Самое лучшее, что вы можете сделать для этого автомобиля, для меня, это поставить лайк и написать комментарий, поделиться этим видео, если, конечно же, вам понравится это видео. Ну и подпишитесь на канал, кто не подписан еще. Самый интересный комментарий, который наберет больше всего лайков и понравится мне, я оставлю в закрепленных комментариях, так что дерзайте. Я еще не придумал имя этой ласточки. Я думал, может, финик, фиолетка. Давайте думаем, пишите свои варианты в комментариях. Всем приятного просмотра. Мы отправляемся к Валерии, проходим техосмотр, делаем дефектовку. И все. Такой совершенно маленький минусик. Я не знаю, куда тут поставить стакан. Ну вот можно вот сюда пробовать, как бы. Он входит нормально. Ну да. Можно вот сюда пробовать еще вот так вот. Нет, здесь не очень. Но зато большие плюсы. Сюда ложим телефон, сюда ложим телефон. Вот здесь положил, здесь положил. Сюда вот положил. Кармашков целая куча. Я не курю, значит пепельницу можно использовать как кармашек. Еще сюда можно кидать бабки. Для тех, кто любит не пристегиваться, это, наверное, громадный плюс. Здесь нет никаких вот этих предупреждалок. Ничего не пикает. Знаете, в Е60 это так громко. Я за безопасность на дороге. Всегда пристегивайтесь и смотрите на дорогу. Тачка просто огонь. Это даже не тачка, это автомобиль. Бать, что-то случилось? Как тут ниже опустить сиденье? Взгляд специалиста, что у нас не так. Сразу по движку свечи менять надо, да? С болтыкой завелась. Ну да, это же Е34. Да нет, вроде нормально работает. Да? Со тормоза плохие, да, если что? И четвертая втыкается, ее надо аккуратненько так. Клык. Почему? Ну чуть-чуть вот так. Ну потому что она кряхтит иногда. Ты имеешь в виду? Не, ну-ка на ходу увидишь, типа, если ее резко так... Ага. Я вижу, да. Ты уже понял, что там? Ну, потому что это проблема, коробки нет. Не, ну ездить можно, типа. Руль здоровый. Слушай, стеклуха вообще просто. Нормально? Огонь так. Хорошо, сцепление огонь у нас. Тормоза не огонь. И подвеска, видишь, я тут по ямам потестил, нормально, да? Да, тихо. Она даже как-то собраннее, чем на Е60 у меня. Почему-то я вообще не понимаю. Да? Так раньше делали. Ну, подвесочка такая. Ой, тормозов нет, да? И плавает, да, машинка? Чувствуешь? Ну, это уже на техосмотре. Ой, ёпта, что это было? А, четвертая? После твоей какая она? Такая немножко вафельная такая. Вафельная. Машина огонь. Немножко плавание убрать и все. Тормоза починить и будет очень. Валера нашел код. Где он был, Валера? О, у меня музыка есть. Да прикинь, пацанчик. Слушай, ну бомба. Так нужно музыку делать. Смотри. Нормально. Это болгарин, наверное, замутил. Ну что, нормально. Я думаю, что у меня каротит где-то что-то постоянно. Что тачка не сгорела. Но зато нашли код мафона. Запоминайте. 8212. Да, если кому надо. Бизнес, сиди. Теперь мне нужно диски записывать. Да. А нет диска, да? Не знаю, нет, наверное. Я, пожалуй, назову инсталляцию этой музыки Professional Music Installation. Нам надо здесь все изолировать, да, Валера, чтобы у меня тачка не сгорела. Вот. Не, English. Deutschland, нет. No, Deutschland. English, давай, Вот, Рейнчестер. Я даже не знал, что тут комп есть, ребята, прикиньте. С Валерой сидим, настраиваем, нам не катит ни американский, ни английский, потому что у англичан и у американцев показывают все по-разному. По Фаренгейтам, по милям там. Нам нужен простой английский человеческий язык. Принято решение поставить немецкий язык, так как простого английского человеческого нету, а машина немецкая, значит ставим немецкий. Одна из проблем, я купил новый Bosch аккумулятор, дорогой. Я оставил тачку, и он сел. Сейчас будем замерять, смотреть, что у нас по генератору. Хороший заряд идет? Да. Видимо, я что-то оставил включенным. А что, я не понимаю.
как часто вообще в редукторе надо менять вот на Е34 масло? Да, если честно, помню, никогда. Черное? Валера, ты чекай, оно просто светлое масло из редуктора. Ладно, Обалдеть я просто. Да не говори, блядь. Почему она редкая? Ну, потому что Ломается, не пятая что ли? такая. Нет, то что масляная это... Не смотри. И живая, целенькая. Ну, такую же тебя никуда не найдешь. Клапанная крышка. Слушай, а это тоже такая, ну, Не, ну она уже чуть-чуть от такая. старости, типа, да, это подушка, да, двигателя получается. Тут на клапанную крышку потом поменяй. Да, ну потом приедем на Отлично. Full ТО, будем менять ремни, клапанную крышку, еще тут по мелочам поменяем что-то. Подушки. Подушки меняем? Конечно. Они уже... Вот это точно какая-то усевшая. Поменяем подушечки двигателя. Огромное спасибо ребятам из Бардаля. Сделали огромный подгончик, что мы меняем масло, охлаждайку, масло в рейке меняем, подливаем супер присадочку нашу любимую. И смело обращайтесь, ссылка на них в описании. Говорите, что от меня там огромные хорошие скидочки вам будут. Промокод MotoHunters. Рейка руля. Что у нас еще там? Что это за спираль такая там, Валера? Это? Да. Для рулевой машинки. Рейки. понял. Тут же нет рейки. Ну да. Сальники. А что тут? Сальник поменял. Задний. Оба. Задние сальники поменены оба, да? Не, менять надо. А, надо менять? Да, большой и там верхний маленький. Я понял. Оригинал BMW. Оригинал BMW. Купить. Ну слушай, тут вот тоже довольно хорошо. Чугунный блок вижу. Бардаль пошел. Это уже 2 литр, да? Да. Я такой смотрю, что мало масла в коробку. Там меньше 2 литров, Валера говорит, заходит. Я просто привык на Е60, там все в тоннах меняешь, блин. По 25 литров везде. Ровно 2 литра, да? Да. Ну четко. Пацаны, записывайте, у кого Е34 будет когда-то 2 литра. Ну, минус, плюс, да, 100 граммчиков. Дорогие мои, минуточку внимания, очень важная информация. Если ты или твой друг хочет себе надежного коня, то я хочу вам посоветовать Car Vertical. Ссылка на Car Vertical будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Переходи по моей ссылке, получай хорошие бонусы, тем самым поддерживая меня и помогая мне делать более качественный и интересный контент. Соответственно, будет поддержка Е34, поэтому я заранее хочу вас поблагодарить за эту поддержку. Что нужно для того, чтобы проверить автомобиль? Первое – это ВИН-код. С этим не должно быть проблем, если продавец, конечно, адекватный. То важно, информация, предоставленная в других отчетах, может быть изменена, а эти отчеты основаны на блокчейн-технологиях, поэтому ими невозможно манипулировать. Записи о угонах, данные продавцов. Я лично использовал этот сервис дважды. Я советую своим друзьям этот сервис. Если какие-то проблемы, вы не получили отчет, то смело пишите в техподдержку, они вам помогут. Я проверял BMW E60 перед покупкой, я проверял BMW E34 перед покупкой. И недавно я решил тут проверить BMW E34, которая продается в Латвии. И получил довольно подробную информацию, особенно о пробеге. Пробег автомобиля оказался немного изменен. Можно посмотреть спецификацию автомобиля, комплектацию, можно проверить историю ремонтов и прохождения техосмотров. Отчет о скрытых повреждениях, характерные дефекты для каждой модели. Если у вас нет возможности пригласить эксперта по проверке автомобиля, а вы сами не сильно в этом понимаете, тут есть даже контрольный список, который поможет вам при проверке автомобиля. Недостатки модели, ее изъятие с рынка. Я уверен, что Car Vertical будет полезен многим, поэтому переходите по моим ссылочкам и получайте большой жирный лайк в свою карму. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем. А какой мне, Валера, надо редуктор ставить? Какой? Да. Блокировка. Ну, какой именно? Там же какие-то соотношения, еще что-то. Ну, так надо посмотреть, какое здесь соотношение у нее. А вообще уже какая- Пацаны, надо редуктор мне менять. Это опять бабки. Но зато с места будет рвать, да? 3,45. 3,45 я считаю. А может кому-то продать могу свой старый, нет? Никому не надо. Снова масло. Снова масло, да. Да, пошло. Черное. Да, но здесь реально черное масло. Как будто 3000-летний. С каталога брал, я не знаю. Ребят, нормальные свечи, Денсу вот взял. 6 штучек. Вот фильтр у меня. Такой вот. Что за фирма? Такая вот. Да, оригинальный. Нормально? Хороший. Хорошая фирма. Подожди, это топливный же был, нет? Вот фильтрон что-то все засирают, говорят, говно фильтрон. Это топливный? Ну поставим пока что такое. Лучше, чем старый, полюбас будет. Так вот, подарки от Валеры. Оригинальная BMW тряпочка. И такой вот инструмент для свечника. А вот так вот сливается антифриз. А есть какие-то еще приспособления специальные? Тут как Ниагарский водопад. Ниагарский водопад получается у нас.
Слушай, антифриз я вижу тоже светленький, зелененький, такой красивый. Тут тормозные трубки лучше, чем у меня на Е60. Тут, в принципе, все лучше, чем у меня на Е60. Но вот здесь немножко поверхностно присутствует вот ржавчинка в одном моменте. Особенность, посмотрите, вот это охлаждение генератора, здесь такое отверстие. А вот с этой стороны заглушечка. Ну, на самом деле, они могли бы сделать тоже тут просто отверстие. Зачем они заглушку сделали, непонятно. Валера решил мне сразу антикоррозийку сделать еще заодно. Не, это воск. Воск. Да, отталкивает воду. Там, Санджи, много бензина не выливай, он дорогой сейчас у нас. Ну, как получится. Как бы литр евро 30 стоит. Да. Какой-то 5-й, 8-й? 8. 29.05.96 года. Оригинальный фильтр. Слушай, его можно в музей. Да. Знаю, что вы меня сейчас все захейтите. Я потом поменяю обязательно фильтр. Валера меня уже захейтил. Фильтрон это, ну, вообще не катит. Не оригинальный? Не, бошевский оригинальный. Бошевский оригинальный? Не, А не. года нету? Нет. Он такой повидавший жизнь. Мгм. Я думаю, она сейчас будет рулиться вообще идеально просто. Санджи, а что ты думаешь? Как рулежка будет? Не знаю, уже мой. Он уже заколебался. Надо нашу девочку обслужить как следует. Слушайте, вы так это синхронно делаете сейчас, пацаны? Прикольно. Да. Е34 кайфует сейчас. Добрый день, друзья. Приятного аппетита, все, что накушаете. Мы тут все кушать хотим, Петров, сука, сторис с шашлыком Первый сделал. раз это сезон. Так аппетитно выглядит. Там тоже, да, кушать? Всем приятного аппетита. Мы тоже, да, хотим кушать, Валер? Валера, что за херня? Это электродвигатель. Пока Санджи работает, я ем шашлыки. Давай наоборот. Вкусно? А? Давай наоборот. Наоборот, он хочет наоборот. Ты когда банку открыл, аж брызги такие, знаешь, даже на камеру Да? не Да. Я уже в Е60 уже залил присадочку. Во все автомобили свои залил присадочку, так изнутри она выглядит. Сейчас реально советую. Я там смотрел тесты, а многие не верят, но она работает, действительно работает. Вот Turbo Protect. Сейчас будем проверять, что у нас по лампочкам. Все должно гореть правильно. Габариты есть. Ближний, пожалуйста, включите. Вот это все проверяют на техосмотре. Ближний есть, дальний включите. Дальний, пожалуйста. Есть. Поворотник левый есть. Поворотник правый есть. Противотуманки отключаем. Габариты есть. Стопники есть. Задний ход есть. Поворотник есть. И правый поворотник есть. Задние противотуманки есть. Не, но если сравнивать с Е60, конечно, это маленький суппорт. Колодки ТРВ стоят. Ну, говорят, не очень хорошие. Там да? Тормозной диск хороший. Сейчас будем тормоза прокачивать, заливать новую тормозуху, чтобы все было бомбезно. Тормозушечку заливаем, бардаль. Говорят, на улице сейчас солнце, классная погода, а мы вот в сервисе кайфуем тоже с Валерой. Давай. Давай, Качай. качаю. Уходит педаль вообще? Да, Тогда открывай, да, вот? да. Давай. Давай. Блять, какая она тугая, сука. Санджи выкрутил свечу, здесь стояли НГК, вот такие вот свечи. В довольно хорошем состоянии. Они свеженькие. А что, будем менять свечи? Может, эти лучше, чем Я Дэнсон? думаю, что не стоит. Ну да, все, хороший цвет. Ну да. Еще оставляем НГК свечи. Так, ручничок подтянули. Сейчас подрегулируем еще свет, дальний, ближний. Кстати, на панели тоже должны работать все значки, все вот эти показатели. Если машина новая, ее также подрубает к компу, проверяет ошибки, не вырезан ли у вас какой-нибудь там фильтр или что-то не так заколхожено. Так, что-то у нас не работает. Тут омывайка, поменяли провода местами. А за это не пропустят меня на техосмотре. Валера просто сегодня одарил подарками Е34. Смотрите, что вот это сломанная была. Теперь у меня будет настоящий плафон. Есть какая-нибудь бутылка пустая? Да, вот такая мелочь, ребята. Омывайка. И мы застряли на этом. Куда идет? Нормально идет. Да, слушай, полшестого, у меня валька будет 6.
Как говорится, в советское время успел купить, наверное. Что у нас здесь интересненького как раз можем посмотреть? Ничего интересненького. Не, я просто у других этих под крылом, там крыло снимать надо, чтобы до него добраться. Ну, здесь видишь, классика, все легко, изи-пизи, да. Ой, ёпта, фонтан какой полился-то. Меня шаблило только что. Не идет, слушай, забито тут все. Вообще пусто. В 91 году подогрев вот этих форсунок. Потому что они на каждом новом автомобиле даже видел подогрев. Почему он двойной? Для химии. Для химии? Ну да, есть кнопочка такая, нажимаешь, он типа химия, а потом уже... Вот у меня двойные стояли, да? Один, да, то. Он был с двойной. Да, ну кто-то, видимо, менял. Правильно или нет? О, Они просто горели, всё. хорошо поливает. Что-то щетка, да, одна такая. Уже новые поставь. Я новые щетки поставил, да. Там подогнули, но зато все работает. Ну сейчас пробуй. Так, добротно пшикаем. Ай, аккуратно. Ну вообще красава, да. Ну. Руки из... Из-за этой херни стекло захерачило. Так, минус 5 евро. Пахнет шикарно, 98-м. Да и звук неплохой, я думаю, громче не нужно. Я решил сегодня все-таки поехать на техосмотр, хотя на часах уже довольно много времени. Я хочу просто поставить точку под этой историей. Ой, блях, по каким ямам я только что проехал, но отработало довольно все хорошо. Хочу пройти техосмотр и все, точка. Ну вот я думаю, с чего бы мне начать? С котлеток или с шашлычка? Сегодня на протеине 876, передо мной где-то 35 человек. Нормально. Как думаете, пройду, не пройду техосмотр? Я думаю, что пройду. Первые ворота. Ой, очередь небольшая такая. Слушайте, жалко, что нельзя присутствовать при проверке автомобиля. Раньше ты мог присутствовать. Передо мной еще две машины на часах 19:05. Читая сообщения в инстаграмчике. Вот мне написал один парень, посоветовал через интернет заплатить, так бы я быстрее заехал. Но я уже вот поел котлеты и сейчас скоро попаду. Спасибо, что пишете мне, спасибо за комменты. Ну, сорян, я не могу всем ответить, это физически просто нереально. Мы уже почти на финишной прямой. Замеряет выхлоп газов. Ставит на тормозной стенд, проверяет тормоза. В общем, проверяет практически все. Смотрите, ну здесь явно вот видно, что тонировка, да, а вот там со стороны водителя я даже подцепить нигде не мог. Здесь мы сейчас все оторвем с вами. Болгарин нормально затонировал. Опа, хоп, хоп, хоп. Я уже почти снял с этой стороны. Осталось еще с водительской. Ну или я вообще не тонировщик, но я вот здесь вот даже пробовал так немножко поцарапать. Я не могу эту пленку цепануть нигде. Вообще ее нигде нету. Мотоциклистов проверяет. Ну что, пацаны, поздравляйте! У-ху! Есть! Контакт. Все, как я и говорил, ребята, мы прошли техосмотр. Не было причин волноваться. Единственное, нужно было снять тонировку с одного окна и все. Нормальный тюнинг у Е60. Все по нулям. Вообще тачка огонь. Она намного лучше, чем моя Е60. Состояние просто идеал. Инспектор мне говорит, ну спереди, если что, можешь затонировать на 30%. А я говорю, да там такой машине не нужна тонировка, брат. Так вот выглядит видео перед тем, как я его заливаю на YouTube. Плюс еще обработка, плюс еще рендер. Друзья, не забывайте залетать на мой канал Moto Hunter. Я обязательно буду там стримить, будем общаться в прямом эфире. И не забывайте Демос Пита Чипс из арабского хлеба не во фритюре, которые продаются в магазинах Риме. Их инстаграмчик будет в описании. Вот эти с чесночком, это мой фаворит. Ссылку на лайв-канал оставляю в описании. Всем спасибо, до новых встреч, пока.